Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас будет больше информационный выпуск. Мы будем говорить о креме для выравнивания. И сегодня попробуем разобраться, какой же все-таки крем выбрать для себя. Многие из вас знают, что самый популярный крем для выравнивания – это Ганаш. Сегодня мы обсудим 5 вариантов крема Ганаш, которые лично я использую для выравнивания и о которых я более-менее могу что-то сказать, как из собственной практики. Итак, на что в первую очередь нужно ориентироваться при выборе крема Ганаш для покрытия? Крем белого цвета чаще используется, чем крем темного цвета. Очень важные критерии – это себестоимость, вкус, процесс приготовления. Это легкость и податливость крема при выравнивании торта. Желательно, чтобы крем не был расположен к трещинам, легко переносил транспортировку. Важный момент – это плотность ганаша. Мое мнение, лучше всего использовать ганаш средней плотности. Ганаш средней плотности меньше подвергается трещинам, а также нет проблем при нарезке торта. Плотность ганаша определяет шоколад. Чем больше шоколада в соотношении с другими продуктами, тем плотнее будет ганаш. Очень важный критерий – декорирование. Именно ганаш является оптимальным кремом, который на покрытие торта без проблем сочетается практически с любым декором. Ганаш номер 1. Один из самых простых рецептов. В нем всего 2 ингредиента – это шоколад и масло. Готовится быстро и легко методом соединения растопившегося шоколада и масла. Здесь главное не перегреть шоколад, чтобы он не расслоился. Можно слегка взбить, тогда крем станет немного светлее. Для выравнивания торта достаточно податливый. Главное подобрать для себя нужную консистенцию. Можно сказать, что этим ганашем можно идеально выровнять торт. Очень редко дает трещины, стабилен при транспортировке, а также стабилен при высокой температуре. Имеет нейтральный шоколадный сливочный вкус, но немного жирноват. Лучше окрашивается жирорастворимыми красителями и хуже окрашивается водорастворимыми красителями. Этот ганаш сочетается с любым видом декора. Ганаш номер 2. Этот ганаш более вкусный, чем предыдущий. Сочетание шоколада, масла и творога делает крем более легким. Готовится из взбитого масла, растопленного шоколада и творога. Главное найти подходящий творог и хорошо пробить ручным блендером, чтобы там не было крупинок. Этот ганаш получается намного светлее, чем предыдущий. Для выравнивания лучше всего использовать более мягкую консистенцию. Тогда ганаш легче ложится и более податлив во время выравнивания. Лучше всего использовать этот крем сразу после приготовления. Хотя крем достаточно эластичен, этим кремом можно выровнять торт хорошо, но не идеально. Покрытие очень стабильно к перепадам температуры и к высоким температурам. Трещины на таком покрытии появляются крайне редко. Этот ганаш спокойно можно использовать для многоярусных тортов. Из-за того, что в ганаше есть свежий творог, срок годности намного короче, чем в предыдущем креме. Покрытие из творожного ганаша сочетается с любым декором. Ганаш номер 3. Пожалуй, можно сказать, что этот ганаш самый дорогой, в составе которого шоколад, сливки и сливочный сыр. Но с другой стороны, это очень-очень вкусный крем. Процесс приготовления несложный. Растопленный шоколад с сливками смешивается и потом соединяется со сливочным сыром. Крем получается почти белого цвета. Крем получается более мягким и податливым, чем 2 предыдущих крема. Текстура у крема воздушная и гладкая. При выравнивании ложится ровненько и застывает не так быстро, как предыдущие варианты. Крем окрашивается водорастворимыми красителями. Этим кремом можно выровнять торт идеально. Не дает трещин, стабилен при транспортировке и годится для многоярусных тортов. Стабилен к перепаду температуры и стабилен в помещении. Наверное, этот крем был бы моим фаворитом, если бы не был таким дорогим. Ганаш номер 4. Этим рецептом пользуюсь чаще всего. Ганаш микс, как я его называю, показал себя самым практичным со всех сторон. В этом ганаше всего понемножку. Шоколад, шоколадная глазурь, сливки, масло, немного желатина и даже можно добавить фруктовый сироп. Процесс приготовления несложный, похож на предыдущие процессы. Этот ганаш можно приготовить как обычный классический,
Или можно приготовить с добавлением ягодных или фруктовых сиропов. С добавлением сиропа крем становится еще вкуснее, а на процесс выравнивания это не влияет. Этот ганаш эластичен и податлив при работе. При выравнивании затвердевает постепенно, что позволяет нам выровнять идеально торт. Очень стабилен к перепаду температуры и имеет высокую стабильность при жаре. Трещины на таком покрытии появляются крайне редко, только из-за ошибок. Покрытие с данного ганаша сочетается с любым видом декора. И ганаш номер 5. Этот вариант и есть самый классический ганаш, необычайно вкусный, в составе которого шоколад и сливки. Сливки можно использовать как растительные, так и животного происхождения. Процесс приготовления очень простой. Нужно просто растопить шоколад в горячих сливках и оставить на стабилизацию на несколько часов. Так как этот ганаш не взбивается, он получается слегка желтоватым. Чтобы убрать желтизну, можно окрасить диоксидом титана и после этого хорошо пробить блендером. Стабилизировать этот ганаш лучше в помещении несколько часов. Несмотря на то, что этот крем очень вкусный, он самый сложный для выравнивания. За счет того, что этот крем слегка тягучий, этим кремом идеально торт выровнять никак нельзя. Поэтому я пользуюсь этим кремом крайне редко. Для выравнивания пользуйтесь более жидким вариантом, так как этот крем быстро схватывается и теряет свою эластичность и податливость. К этому крему нужно приспособиться больше всего. Можно сказать, что этот ганаш больше всего расположен к трещинам. Но покрытие очень стабильно к перепаду температур и имеет высокую стабильность при жаре. После покрытия не стоит декорировать сразу, а лучше оставить торт на стабилизацию, так как именно этот ганаш стабилизируется намного дольше, чем предыдущие варианты. Сочетается этот ганаш с любым видом декора. Как вы сами убедились, вариантов очень много. Но в первую очередь выбирайте крем, подходящий лично вам. Чтобы сделать выбор, это нужно попробовать каждый из них. И тогда вы поймете, что больше всего подходит вам. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. До следующего выпуска. Всего хорошего!